По плейлисте. Приветствую! Сегодня в ремонте переносная магнитола с компакт-диск-приводом Samsung RCD M30J. 10 лет тому назад я снимал видеообзор на этот аппарат, и с ним вы можете ознакомиться по ссылке на экране. Итак, я выяснил, что в нем неисправен лентопротяжный механизм. Точнее, клинит и практически не вращаются узлы подмотки и перемотки. Управление ими реализовано с помощью механических рычагов. Пока не знаю, как в механизме осуществлена подмотка, но могу предположить, что неисправен узел Идлера, если он реализован на диске с резиновым кольцом или соответствующая шестеренка, или пасек, передающий вращение от мотора. Блок аналогового тюнера с диапазонами УКВ плюс FM и AM, аудиокомпакт-диск-привод и усилитель мощности исправны. Но при увеличении громкости в крайне правом положении регулятора резко снижается уровень в правом динамике. И есть потрескивание в крайне левом положении регулятора. Требуется его чистка и смазка. Кроме того, корпус магнитолы нужно отмыть от налипшей пыли, поэтому я разбираю эту технику на составные части. Снимаю крышку батарейного отсека. На тыльной стенке аппарата выкручиваю все саморезы, отмеченные стрелками. Далее, отжав в сторону рычаги, освобождаю петли ручки для переноса, слегка наклонив ее. И выдвигаю ее к тыльной стороне магнитолы по направляющей. За ней в глубине выкручиваю по одному саморезу с каждой стороны. Два длинных самореза выкручиваю снизу. И один саморез прячется в глубине батарейного отсека. Потребуется отвертка с очень длинным лезвием. Далее выкручиваю маленький саморез в лотке для компакт-диска и вынимаю металлический уголок. Снимаю ручку с регулятора громкости. Изначально она даже приклеена к нему. Теперь можно аккуратно отделить фронтальную панель. Для этого отключаю разъем с проводом от кнопки усиления баса SBS и разъем выхода сигналов усилителя на динамики. Далее, освободив два провода из гибкой петли, отсоединяю от главной платы разъем с сигналами для индикатора и разъем, на котором подаются команды с тактовых кнопок управления компакт-диск-приводом. Вот теперь можно разделить корпус. Как видно, изнутри на фронтальной панели саморезами закреплены два динамика мощностью по 3 Вт с импедансом по 4 Ома, плата управления с тактовыми кнопками и плата индикатора. Чтобы извлечь главную плату, выкручиваю короткий саморез в центре сверху со стороны тыльной стенки. Далее отключаю разъем с проводами, соединяющими небольшую плату с разъемами мини-джек для наушников и микрофона. Тут же отключаю разъем с питанием 12 вольт из батарейного отсека. Вынимаю два коннектора для подачи переменного напряжения питания с трансформатора. Снизу главной платы припаян к минусу коричневый провод заземления от экрана силового трансформатора. Оставляю в таком состоянии, он не мешает. Отключаю от главной платы провод радиоантенны. Извлекаю из корпуса по возможности главную плату. На ней сверху с помощью нескольких саморезов установлены лентопротяжный кассетный механизм и компакт-диск-привод. Отвинчиваю их все. Далее отключаю два разъема, соединяющие главную плату с компакт-диск-приводом, и один разъем с кнопкой на крышке лотка. А затем два разъема от лентопротяжного механизма. На верхней крышке закреплены изнутри саморезами компакт-диск-привод и кассетный механизм. Оба пасека в ЛПМ уже изношены и требуют замены. Снимаю их. В общем-то, в этом и будет заключаться ремонт.
Открыв крышку кассетоприемника соответствующей кнопкой и выкрутив по 4 самореза в углах, вынимаю лентопротяжный механизм. Затем, также отвинтив 4 самореза в углах, отсоединяю CD-привод. Кстати, его модель CMS B31TG6U достаточно универсальная для широкой линейки магнитол корейских брендов Samsung и LG. Отличаются они только белым шлейфом. Верхняя крышка отправляется в мойку. Оба пасека квадратного сечения толщиной 1 мм растянуты и утратили эластичность. Пасек с полудлиной 73 мм имеет к тому же повреждения. Полудлина второго пасека 63 мм. Для замены их приобрел на Озон-Бай большой набор за 13 белорусских рублей или около $4 США. В нем 30 резиновых ремней. Я уже измерил их полудлины и указал имеющееся количество каждого размера. Из этого набора выбрал один пасек с маховика на Идлер полудлиной 55 мм, а второй пасек с мотора на маховик полудлиной 65 мм. Меняю их. Сначала надеваю пасек меньшего диаметра на диск Идлера и цепляю его на нижний диск под маховиком. Затем пасек большего диаметра цепляю снизу за шкив мотора и затем надеваю на верхний диск маховика. Все диски вращаются, готово. И еще обнаружил очень тугое вращение левого подающего ролика подмотки, особенно по часовой стрелке. Для чистки снимаю вверх его с металлической оси, подтолкнув снизу, например, отверткой. Под ним установлена пружина с небольшим конусом широким диаметром вниз. Тут была смазка, которая превратилась в вязкий клей. Удаляю ее. В дальнейшем я не использую никакую смазку здесь, а просто промываю спиртом ось и ролик с пружиной. Он должен свободно вращаться. Сверху на оси ролик фиксируется стопорным колечком. Важно при съеме ролика не потерять его. Мне повезло, что оно приклеилось. Также снимаю и чищу ось правого приемного ролика подмотки. Как видим, под ним пружинка с меньшим количеством витков. После чистки собрал подающие приемные узлы. Резиновый ролик еще в хорошем состоянии, поэтому оставляю его. Переменный резистор громкости имеет конструктивные отверстия, поэтому через них можно почистить его с помощью средства «Контакт-60». Или сначала промыть его каплей изопропилового спирта, а затем впрыснуть немного силиконовой смазки типа C180 для защиты контактов от окисления и улучшения скольжения. Пока пластиковые детали корпуса купаются в ванной, я собрал на столе электрическую часть CD-магнитолы и расположил ее к себе фронтальной стороной. Покажу еще раз все межблочные соединения, так будет нагляднее. Значит, небольшая плата управления CD-приводом с 4 тактовыми кнопками, припаянным с обеих сторон шлейфом, соединена с платой индикации. На ней, кроме того, установлена кнопка с фиксацией активации режима усиления баса SBS и тактовая кнопка Repeat. В свою очередь, эта плата соединяется с главной платой 3 шлейфами проводов в черной изоляции. Левый провод от кнопки SBS подключается к разъему, установленному за регулятором громкости. Провод с сигналами управления CD-приводом подключается к разъему, ближнему к распаянному на главной плате радиомодулю, а провод с сигналами индикации правее от него. Управление компакт-диск-приводом осуществляется тактовыми кнопками с помощью микроконтроллера Samsung, установленному за этими разъемами. Здесь же с правого края платы, возле конденсатора переменной емкости для настройки на радиочастоту, подключен провод, соединяющий с телескопической антенной. Далее к этому трехконтактному разъему слева подключаются 2 динамика. За ним включен шлейф из 6 разноцветных проводов от небольшой платы с установленными на ней разъемами мини-джек для подключения внешнего микрофона и наушников. Еще один провод с этой платы с выходом звукового сигнала для наушников подключается к разъему справа от провода, идущего с кнопки усиления баса SBS. Кстати, именно эту плату сложнее всего было извлечь из корпуса, так как она упиралась снизу в пластиковую направляющую, которая к тому же прикручена на один саморез. А сверху в соответствующее отверстие корпуса выглядывали 2 разъема мини-джек.
Я отжимал металлической лопаткой между верхней гранью платы и корпусом, чтобы оба разъема утонули в своих отверстиях, и только так можно было вытащить эту плату на себя. Неудачное решение для доступа к демонтажу платы. Далее по левой стороне от фронтальной панели подключен разъем питания 12 вольт из батарейного отсека. Вторые концы красного и черного проводов я выпилил из небольшой платы, на которой установлены большие пружинные хромированные контакты, и изолировал их. За ним два черных коннектора для подачи переменного напряжения питания со вторичной обмотки силового трансформатора. Здесь же распаян выпрямитель, а правее него усилитель звуковой частоты, выполненный на двухканальном интегральном усилителе BA5417 с выходной мощностью по 5 Вт. Он установлен на большом радиаторе. За ними, ближе к тыльной стороне платы, с разъема по 4 цветным проводам подаются напряжение питания мотора кассетного механизма. И здесь же распаяна схема усилителя записи и воспроизведения, построенная на фирменной микросхеме Samsung KA22241 с обозначением на корпусе S1A0241A. Кстати, ссылку на сервис-мануал я разместил в описании видеоролика. На этот разъем подаются сигналы двух каналов магнитной головки. Правее, с тыльной стороны магнитолы, видим маленький радиатор. На нем KIA 7808A. Это стабилизатор напряжения на 8 вольт. Далее еще один шестипиновый разъем, но меньшего размера, с 6 цветными проводами, по которым подаются сигналы управления моторами компакт-диск привода. На самом краю платы подключен шлейф от лазерной головки CD-привода. Ну и в центре платы через разъем подключается микрокнопка, отвечающая за фиксацию положения закрытой крышки лотка компакт-диска. Изолировал лентопротяжный кассетный механизм и компакт-диск-привод от главной платы с помощью картонных коробок. Собрал схему, проверяю. Радиотюнер функционирует. Теперь режим магнитофона. Устанавливаю кассету. Перемотка вперед норма. Перемотка назад тоже good. Воспроизведение. Снимаю с паузы. При регулировке громкости теперь отсутствует треск и пропадание сигнала в правом канале. Да и регулятор вращается легко. Автостоп также срабатывает великолепно. Ну а CD-привод проверю в уже собранном аппарате, впрочем, он и так работал. Тем временем высохли пластиковые элементы корпуса. Далее будет сборка CD-магнитолы с редкими моими комментариями. Погнали! Я начинаю с того, что креплю все нужные элементы на тыльную стенку корпуса. Припаиваю провода к плате батарейного отсека. Красный внизу, черный вверху. И фиксирую их к корпусу. Готово. Далее приступаю к сборке верхней части корпуса.
Закрепил саморезами оба привода. И приступаю к работе над фронтальной частью корпуса. С внешней стороны фронтальной панели приклеена шкала приемника, а за ней привинчен верньер с указателем настройки на радиочастоту. На шестеренках этого редуктора можно обновить смазку. Заранее подключив шлейфы к разъемам, которым в дальнейшем будет затруднен доступ, скрепляю главную плату с верхней частью корпуса с помощью 9 саморезов. Проверяю правильное положение рычага на переключателе записи кассетного механизма. Устанавливаю собранный блок в пазы на тыльной стенке и фиксирую его одним саморезом сверху. Теперь подключаю шлейфы к фронтальной панели в разъемы главной платы. Правым регулятором перемещаю стрелку верньера к любому краю шкалы настройки, например, вправо, и выкручиваю КПЕ, конденсатор переменной емкости, по часовой стрелке в соответствующее крайнее положение. Таким образом насаживаю фронтальную панель, ориентирую ее так, чтобы переключатели и регуляторы попали в нужные отверстия спереди. Итак, компакт-диск магнитола собрана. Для проверки подключаю ее к сети переменного тока. Тюнер принимает FM радиостанции. А без меня сирень расцветет, вырастет трава. А компакт-диск-привод, как и положено, считывает только аудио-CD. Веришь только глаз.
Лентопротяжный механизм теперь воспроизводит компакт-кассеты. Молитвы воздаем любви. Звук можно вывести на наушники, Надежда, любовь. исправен и микрофонный вход. А теперь проверяю микрофон. Раз, два, три. Раз, два, три, проверка микрофона. Для проверки батарейного отсека подключил к пружинным контактам небольшой монтажной платы провода лабораторного источника питания, установив выходное напряжение 12 вольт. Кассетный механизм работает. При этом магнитола на максимальной громкости потребляет до 450 мА. В общем, магнитола отремонтирована. Благодарю вас за просмотр и оценку этого видео. С наступающим вас Новым годом! Успехов, любви, счастья и мира в будущем. Пока!